Добрый вечер, уважаемые зрители нашего канала. Продолжение серии номер 3. Как правильно скачать инденты и сток с вашей машины для последующей отправки калибровщику и залития чип-тюнинга в ваш автомобиль. Эта серия будет посвящена именно этому. Подключаемся к нашему автомобилю. Выбираем программу KES. Запускаем. Будем делать это на версии 2.23. Подключаемся к нашему автомобилю. Автомобиль все тот же. Mercedes C220. Солнце 646 двигателем. Блок EDC16 C2. Проверяем наши инденты. Еще раз повторю, мы скачиваем здесь в данном случае инденты и саму прошивку сток, для того, чтобы отправить калибровщику, и он нам сделал чип-тюнинг. Или отключил EGR, DPF, все что угодно. Сейчас мы проверяем наши инденты. То есть смотрим, что у нас в машине. Программа просит выключить зажигание. Выключаем. Ждем, пока она считает информацию. Процедура не быстрая. В среднем все это занимает минут 30-40. Включить зажигание. Вот, наш KES прочитал наши инденты, VIN номер и прошивку, которая залита у нас в стоке на блоке на нашем. Предлагает сохранить наши инденты. Сохраняем. Выключаем зажигание. Выбираем рейдинг. Предупреждает, что обязательно выберите правильный протокол. Включить зажигание. Программа считывает информацию. Просит снова выключить зажигание. Обязательно следим за напряжением, чтобы оно не было меньше 12 вольт как минимум. Не было просадок, скачков. Желательно подкидывать зарядку. На аккумулятор. Включаем зажигание. Продолжить процесс. Выключаем зажигание. Бесконечная череда выключения, включения и зажигания. Так работает KES. Кстати, можно все это и скачать и MPPS-кой. Он вполне справляется нормально с этими блоками и скачивает прошивку без проблем. Также и заливает. Ну, так как у нас уже есть KES, то мы будем пользоваться им. Включаем зажигание. Ну и наконец начинается запись нашей стоковой прошивки. KES начинает записывать, считывает с блока управления нашу прошивку и записывает ее для нас. Ждем завершения. Пишет 6-7 минут, до 10 минут может скачиваться. Спокойненько идем курить. Дожидаемся скачивания нашей прошивки сток. Повторяю, всегда желательно скачать сток, чтобы он у вас был, перед тем, как вы что-то хотите прошить. Чтобы потом, если был увал, можно попробовать поднять, реанимировать его кесом. Но я показал уже в предыдущей серии, как можно поднять без проблем с помощью DAS программы Sentry 1607. Вот у нас подходит
скачивание прошивки к завершению. Дожидаемся. В следующей серии мы покажем, как прошить прошивку. Первый раз я специально показал, как бывает, что можно уложить без проблем в ваш блок. Также, как его можно поднять без проблем. И в следующей серии будет показано, как с кесом можно залить ее. Без тоже геморроя, без всяких. Все это заливается спокойно китайским кесом. Вот он предлагает, скачалась прошивка, и он предлагает нам ее сохранить. Сохраняем ее, пишем там, что это у нас сток, оригинал. И в случае каких-то проблем с прошивкой вы всегда сможете сток назад откатить. Ну или воспользоваться программой в центре, выключить зажигание. Вот наш сток, он сохранен. Нажимаем ОК. Прошивка считана. Дальше берем этот файлик, отправляем калибровщику. Он нам делает калибровки все необходимые по вашему техническому заданию и пожеланию. И в следующей серии мы будем уже заливать. Выходим из программы, мы закончили здесь работу. Как видите, ничего сложного на самом деле. На этом мы будем заканчивать очередную серию. Всем спасибо за внимание. Видим, обязательно проверяем, сколько весит ваша прошивка. В данном случае она у нас 1 мегабайт, так и есть. На этом заканчиваем. Всего доброго. Ждем следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставим лайки, пишем комментарии.